Добрый день, уважаемые подписчики и гости канала. Спортивный арбитражный суд СЕС не удовлетворил апелляции Международного олимпийского комитета МОК, Международного союза конькобежцев ИСУ и Всемирного антидопингового агентства ВАДА по делу фигуристки Камилы Валиевой. Россиянка сможет выступить в одиночных соревнованиях на Олимпиаде в Пекине, сообщается в релизе суда. Специальная комиссия СЕС вынесла решение в арбитражном процессе в отношении российской фигуристки Камилы Валиевой. Заявления, поданные МОК, ВАДА и ИСУ, отклонены, говорится в сообщении. Международное агентство допинг-тестирования в пятницу сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин. Результат теста передала антидопинговая лаборатория в Стокгольме 8 февраля. Российское антидопинговое агентство наложило на Валиеву временное отстранение, после апелляции спортсменки 9 февраля оно было снято. Международный олимпийский комитет МОК, Всемирное антидопинговое агентство ВАДА и Международный союз конькобежцев ИСУ подали протест в спортивный арбитражный суд, он рассмотрел дело в воскресенье вечером. Ранее Валиева стала олимпийской чемпионкой в составе российской сборной в командном турнире, однако церемония награждения до сих пор не была проведена. Короткая программа в индивидуальных соревнованиях у женщин на Олимпийских играх в Пекине состоится 15 февраля. Двукратный призер Олимпийских игр в танцах на льду Александр Жулин высказал свое мнение о допинговом скандале с участием российской фигуристки Камилы Валиевой. Хотелось бы высказать свои мысли о ситуации с Камилой Валиевой. За всю историю существования фигурного катания на коньках такого таланта, или даже гения, мир никогда не видел. И вот теперь, когда можно было бы восхищаться ее феноменальным катанием, мы и все мировое сообщество можем этого лишиться. Это чудовищная несправедливость, ведь чтобы выполнять 4 оборота в воздухе, да еще с грацией Майи Плисецкой, никакие микроследы какого бы то ни было препарата никогда не помогут. Вы можете тоннами кормить этим препаратом спортсменок-конкуренток из других стран, но они не запрыгают четверные прыжки, так как это безумно сложно с точки зрения координации. Будет большим горем для меня наблюдать в следующем четырехлетии, да и на этой Олимпиаде сытые и довольные лица так называемых экспертов ВАДА, которые уличили бедную девчонку в страшном препарате. Позор. Я думаю, следующий шаг гениального агентства ВАДА будет аспирин, потом последует Кока-Кола и, конечно же, кофе, и там присутствует кофеин. Следующий шаг – это горный воздух, который способствует повышению результатов. Совершенно потрясающий институт борьбы за честный спорт, который очень скоро благодаря ВАДА будет просто никому не интересен. Добро пожаловать в театр абсурда, очень больно и противно. Председатель комиссии спортсменов Федерации фигурного катания на коньках России Джонатан Гурейра выступил с открытым письмом в поддержку Камилы Валиевой. От лица комиссии спортсменов Федерации фигурного катания на коньках России обращаемся с открытым письмом в поддержку нашей спортсменки Камилы Валиевой. На протяжении ряда лет мы вместе с Камилой в сборной команде России. Мы хорошо знаем спортсменку и уверены в честности Камилы Валиевой, талантливой фигуристки, которая добивалась и будет добиваться медалей самых высоких достоинств, благодаря уникальному сочетанию природного таланта, трудоспособности, любви и преданности делу. Все спортсмены Федерации фигурного катания на коньках России придерживаются принципов честной борьбы, чистоты спорта, нулевой терпимости к допингу. Все наши фигуристы постоянно тестируются антидопинговыми службами, сдают множество тестов как во время стартов, так и вне соревнований. На Олимпиаде в Пекине, к большому сожалению, Камила попала в очень непростую ситуацию, сложившуюся при сомнительных обстоятельствах. Мы очень надеемся на честное разбирательство в случае с Камилой и на положительный исход этого дела. Желаем Камиле терпения в этой сложной ситуации. Камила, мы с тобой. Российские фигуристы Виктория Синицына и Никита Коцалапов завоевали серебряные медали на Олимпиаде в Пекине в танцах на льду. За свой произвольный танец они получили 131,66 балла, а в сумме за два вида заработали 220,51 балла.
Олимпийскими чемпионами стали французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, набравшие 136,15 балла за произвольный танец и 226,98 балла в сумме. Тройку лучших замкнули американцы Мэдисон Хабел и Закари Донахью 130,89 за произвольный танец, 218,02 в сумме. Россияне Александра Степанова и Иван Букин набрали в сумме 205,7 балла и заняли шестое место, Диана Дэвис и Глеб Смолкин 179,82 стали 14-ми. Виктория Синицына и Никита Коцалапов показали максимум возможного на Олимпиаде в Пекине, заявил личный тренер фигуристов, серебряный и бронзовый призер игр Александр Жулин. Я очень доволен, потому что это были лучшие прокаты ребят в сезоне, и они показали максимум возможного. Но соперники были блистательны, наверное, все справедливо, не забывайте, что наши конкуренты – четырехкратные чемпионы мира. Конечно, ребята еще могут добавить, но конкуренция у нас очень серьезная, и все дается очень непросто, потому что у нас очень сильные соперники, сказал Жулин. Российская фигуристка Александра Степанова заявила, что расстроена из-за помарки в произвольном танце на Олимпиаде в Пекине. Степанова и ее партнер Иван Букин получили по сумме двух программ 205,7 балла и заняли шестое место на Олимпийских играх в танцах на льду. Преобладает опустошение, потому что был сконцентрированный день, произвольная программа дает больше ответственности. Наша программа нежная, легкая, не на разрыв, поэтому опустошение и радость от приобретенного опыта. Мы в целом довольны, расстроены из-за небольшой помарки, это не супер грубая ошибка, но хотелось бы, чтобы ее не было, сказала Степанова. Российский фигурист Глеб Смолкин, выступающий с Дианой Дэвис, прокомментировал результат произвольного танца на Олимпиаде в Пекине. Наверное, показали то, на что сейчас способны, могли где-то выступить получше, но в целом довольны нашими программами. Сложно сказать, отличаются ли Олимпийские игры от других турниров, учитывая, что здесь многое другое. Сегодня мы думали только о нашем прокате, больше нас ничего не волновало. Мы довольны, что вся команда в Мичигане следила за нами и болела, они тоже довольны, тренер всегда думает, что можно улучшить. Есть понимание, что нужно готовиться на чемпионат мира, плюс посмотрим, будет ли Кубок Первого канала. Не можем так далеко загадывать, как на 4 года, сказал Смолкин.